Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой интересный эффектный кардиган узором ажурными ромбами. Изысканный, простой, очень свободный крой, V-образный вырез горловины. Считаю, что будет шикарно смотреться и в будни, и в праздники. Такая вещь будет привлекать внимание, она будет довольно приятно дополнением к вашей одежде. То есть, смотрите, такой несколько свободный, я бы даже сказала, спортивный стиль, да, то есть сейчас большинство женщин все-таки приемлют именно такой вариант одежды, когда удобно, когда можно одеть, не задумываясь там, как это будет сочетаться с тем-то или с чем-то. В общем, девочки, это то, что нужно в гардеробе любой современной женщины. Такой кардиган. Ажурный, эффектный, красивый и свободного кроя. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Еще хотела обратить ваше внимание, смотрите, спиночка у нас очень свободненькая, да, и исполнение, смотрите, можно делать с коротким рукавом, можно делать с длинным рукавчиком. Вот здесь у вас моделька с длинным рукавчиком, да, а перед этим вы видели такой рукавчик коротенький, да. То есть оформление, общий вид кардигана вы видели, а вот исполнение, то есть длинный рукав, короткий рукав, длина, то есть вот эти все нюансы вы продумываете сами для себя, на ваше желание, на ваше усмотрение, мои хорошие. Итак, как всегда в нашем мастер-классе будет, значит, будем вязать образец данного узора, очень красивый эффектный узор. Мы будем с вами рассматривать выкройку, схему. После того, как свяжем образец, измерим плотность, посчитаем, и я буду на ваших глазах составлять описание. Описание у нас будет сегодня с 44 по 54 размер. Вот такой вот большой обхват у нас, охват будет аудитории, да, скажем так. Итак, всем, кому понравился данный кардиганчик, всем, кого он заинтересовал, остаемся со мной на канале и смотрим продолжение мастер-класса. Для вязания этого красивого кардигана я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Полухлопковая пряжа турецкого производства. 100 грамм, 330 метров. Цвет очень интересный, кремовый цвет, очень красивый. Знаете, нечто между бежевым, коричневым и розовым. Представляете? Цвет у нас 446. Да, вот такой цвет. 55% хлопок, 45% акрил. Прекрасная пряжа, мягкая, нежная. Посмотрите. Хорошие скрутки. 3,5 я взяла спицы номер. И, в общем, вот что у нас получается в образце. Несложные ромбы. При определенном, так сказать, внимании будет у вас все отлично получаться. И узор красив. Красив, бесспорно красивый узор. Будет очень красивый кардиган. Тем более, вот знаете, прям ну цвет вот реально редкий, прекрасный такой. Я всегда такие какие-то смешанные цвета, они, знаете, как метизы, красивые, да, и это тоже такой вот какой-то оттенок получается необычный, очень приятный. Чайный розовый. Итак, мои хорошие, давайте с вами посмотрим схему этого узора.
выкройку и начнем делать расчеты. Схема узора выглядит, девочки, вот таким образом. Я ее увеличила. 16 у нас получается петель ширина раппорта и 28 рядов. Красным выделено, да? Как вы видите, смотрите, у нас, значит, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это вот это условное обозначение, я вам сейчас называю. Это вот этот знак. И зеркальный – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Пустая клеточка – это лицевая петля, кружочек – это накид. И других условных обозначений здесь нет. Да? Очень простой, как бы, получается узор. Не очень навороченный, я бы так сказала. Но следите за расположением петель надо будет аккуратно. Да? Несложный узор, но требует внимания. Я бы так его характеризовала. Давайте посмотрим выкройку. Выкройка у нас вот такая будет выкройка. Девочки, составляться описание будет на, собственно, размеры 44, 46, 48, 50, 52 и 54. И вот эта вот величина 57, 65 – это ширина спинки у нас. На первые 3 размера 44, 46 и 48 я беру 57 сантиметров. Очень свободный, да, крой, как вы поняли. И на следующие 3 размера 50, 52, 54 мы будем 65 сантиметров вязать. Вот такая вот у нас будет сегодня арифметика. Ну, остальное вы тут все видите. Длину корректируем под себя, конечно же. Вот. Ну, а, собственно, остальное я буду более детально рассказывать после того, как мы свяжем с вами образец и посчитаем плотность. Смотрите по второй части видео мастер-класса мои объяснения, как расположить узор, сколько петель набрать, сколько петель приходится на вырез горловины, на плечи, на рукава, как сформировать скос вот здесь по V-образному вырезу и скос по рукаву. То есть все эти нюансы я сегодня буду в мастер-классе освещать и подробно рассказывать, как я делаю расчет и так далее. Итак, описание у нас с вами, как всегда, будет выложено под видео, но я вам его всегда показываю, мои хорошие. Вот оно здесь вот такое у нас. И, в общем-то, вы все это дело читаете всегда, оно выложено под видео. Я уже озвучила размеры. Общий расход пряжи всегда часто спрашивают. Он приблизительно 500-600 грамм будет. Это приблизительные цифры. Я повторяюсь, я не вязала, конечно же, эту модель. Это ориентировочные цифры из данной пряжи. Так, спинка. Значит, все вот это вот по петельной, как я уже сказала, разбираем, откуда взялись эти петли, именно такое количество, и как расположить узор, тоже я вам подробно рассказываю. Так, что такое вертикальная плотность? Мы на этом тоже заостряем внимание. Так. Ну, в общем-то, поскольку выкройка, как вы поняли, очень простая, я думаю, что это, собственно, долго здесь объяснять ничего не стоит. Вы и так все это дело посмотрите, когда мы будем расчеты делать. По поводу сборки я нигде не говорила. Вот, вы, конечно, это прочитаете, но я все-таки заострю внимание, что кроме спиц номер 3,5, которым мы будем вязать с вами данное изделие, нам понадобится крючок номер 3 для того, чтобы обвязать края полочек и кромку горловины спинки. То есть мы будем вязать 3 ряда столбиками без накида, обвязывать, и последний завершающий – это 1 ряд рачьего шага. На правой полочке вам останется сделать 6 навесных петель для пуговичек, расположив их на равных расстояниях. Обычно около 2 сантиметров от низа берется и где-то на уровне выреза V-образного начала вот этого выреза берется, значит, петелька для пуговички. А далее остальные пуговички распределяются на равном расстоянии. То есть вот таким образом я предлагаю вам вязать данный кардиган. Итак, давайте не будем тратить время, приступаем к вязанию образца узора.
Девочки, для образца набираем 34 петли. Я хочу связать 2 раппорта, чтобы как-то посмотреть на этот узор более, так скажем, в развернутом виде. Ну и для того, чтобы плотность посчитать, тоже нужно все-таки побольше образец. Раппорт у нас 16 петель, но мы будем делать с вами 2 раппорта и 2 кромочные. Итого получается 32 плюс 2 будет 34 петли. Так, я уже их все набрала. И давайте с вами вязать первый рядочек. Первый ряд вяжем. Первая вяжем лицевая, это кромочная. Итак, раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу, поэтому я обычно вот так делаю. Мне так удобно, я уже так привыкла. То есть я вторую петлю накидываю на первую и провязываю 2 вместе лицевой. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И сразу же 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали первый раппорт. Вяжем второй раппорт точно так же. Повторяем все то же самое сначала. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Тут же. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную я вяжу изнаночной. Переворачиваем вязание. Второй, все четные ряды у нас вяжутся изнаночными петельками. Третий ряд вяжем. Раппорт начинаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем точно такой же раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И тут же 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Пятый ряд у нас с вами. Я хочу показывать теперь один раппорт, девочки, потому что, как вы поняли, что они у нас просто повторяются, чередуются, вот эти все наши раппорты. И пятый ряд. Показываю раппорт узора. 2 лицевые. 1, 2. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь это середина у нас раппорта. Теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид.
и 2 лицевые. Раз, два. Раппорт связали. Теперь то же самое повторяем. 6-й ряд вяжем изнаночными петлями. 7-й у нас с вами ряд вяжем 3 лицевые. Раз, два, три. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. Раз, два, три. Раппорт связали. Повторяем раппорт. У нас с вами 9-й ряд. Вяжем 4 лицевые. Первый. Раз, два, три, 4. Делаем накид. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Связали полный раппорт. Повторяем точно такой же раппорт. 11-й у нас с вами ряд. Вяжем 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Делаем накид, лицевая. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид и 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Связали раппорт узора. То же самое повторяем второй раппорт. 13-й ряд вяжем 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И снова 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Хорошо, связали. Раппорт, точно такой же раппорт повторяем. 15-й у нас с вами ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем. 17-й ряд вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые. Раз, два, три. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и тут же 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. Раз, два, три. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем точно такой же раппорт. 19 ряд вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. По центру 4 лицевые вяжем. Раз, два, три, 4. Накид. И теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Точно так же повторяем
второй раппорт. 21 ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. И снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Повторяем раппорт. 23 ряд. Вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан. Повторяем такой же раппорт. 25 ряд вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. По центру у нас идут, получается, 10 лицевых. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан. Повторяем точно такой же раппорт. 27 ряд у нас с вами. Вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И по центру 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Связали раппорт узора. Девочки, повторяем в такой же раппорт. И смотрите, у нас раппорт на этом заканчивается. 28 ряд мы вяжем изнаночными, как обычно. И повтор идет с первого ряда раппорта. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца. Горячим паром я вот так обдаю его, да, и вытягиваю. Тянем его в разные стороны энергично. Вправо-влево. Так, потянули. Не переживайте, что он там как-то сильно деформируется. Поверьте, когда он высохнет, он станет нормальным. Так. Еще разочек мы вот так это все дело обработали. На края внимание обращаем, тоже их надо выпрямить, поскольку они у нас будут участвовать кромочные тоже в нашем расчете. Плотность будем сейчас считать. Итак, наш образец лежит, сохнет. Измеряем с вами ширину и высоту образца. Итак, у меня лежит линеечка, да, я сейчас 17 сантиметров у меня намерилась здесь. Давайте здесь посмотрим. Здесь вот, ну, тоже 17, не выпрямилась тут немножко. Так, девочки, 17 сантиметров, у нас 34 петли участвовало, да? То есть устно считаем, 34 делим на 17, получаем 2 петли. То есть в 1 сантиметре у нас получается мерочка 2 петли. Так, теперь по вертикали также плотность измеряем. Измеряем вначале длину. Так,
у меня получается 16,5 здесь. Здесь тоже будет 16,5. В общем, все равно, как ни крути, 16,5 сантиметров запишем. И сколько рядов надо посчитать. Смотрите, девочки, я связала 12 рядов еще в высоту. То есть от раппорта 28 плюс 12 будет у нас 40 рядов. Да? И 40 поделить на 16,5 сантиметров получаем 2,4 плотность по вертикали. Запишем, что в одном сантиметре у нас 2,4 ряда. Эти две цифры нам сейчас очень понадобятся в расчетах. Вот такая у нас будет с вами сегодня выкройка использоваться, девочки. Я буду вставлять описание с 44 по 54 размер. И будет у нас всего две мерки. То есть первый размер, вы видели, что очень свободный кардиган, очень свободного кроя, подойдет размер на 44 и 48. А второй размер подойдет на 50-54. То есть охватываем сразу три размера, очень свободный. Смотрите, у нас будет ширина 57 сантиметров на первые два размера и 65 сантиметров на второй размер. Вернее, не на первые два, тут три размера: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Это вторая мерка, 65 сантиметров ширина вот здесь. Очень свободный крой, как я повторюсь. Теперь давайте определимся с количеством петель. Вы помните, да, у нас с вами, мы только что посчитали, плотность 2 петли в 1 сантиметре. Если у нас 57 сантиметров, то мы 57 умножаем на плотность 2. Получаем 114 петель. Записали. Второй размер у нас 65 сантиметров. Умножить на плотность 2. 130 петель. Теперь определим, девочки, сколько раппортов целых у нас умещается в наших петельках. Вот у нас 130 петель. Раппорт содержит 16 петель. Раппорт наш 16 петель. Поэтому мы с вами 130 делим на 16. Получается целое число 8. То есть 8 раппортов умножить на 16, это 128 петель плюс 2 кромочные. Вот и все. Вот наши 130 петель. Так, теперь что касается второго размера, 114 петелечек, где у нас 114 также поделим на 16 петель в раппорте, получаем 7 раппортов. И 7 мы умножаем на 16, 112 петель и плюс 2 кромочные. Вот наши 114 петель, которые нам, собственно, и нужно было. Все понятно, да? На первые, значит, 3 размера это получается 7 раппортов подряд идут. На второй, следующие 3 размера 8 раппортов по 16 петель. Так, очень простая выкройка, очень простая. Здесь у нас есть скос плеча. Как сформировать скос плеча, я вам опишу под видео. Читайте описание под видео внимательно, там будет это подробно расписано. Сейчас объясняю теоретически, как это выглядит. Смотрите, вырез горловины у нас с вами составляет 23 сантиметра на оба размера. На все размеры, в общем, 23. А 23 умножить на плотность 2, это будет 46 петель. То есть у нас вот такой вырез горловины, 46 петель. Так, и все, что осталось, это плечи. Да? То есть все петли, которые остаются, делятся пополам симметрично на 2 плеча. То есть 114 петель всего у нас участвует, да, первый размер. Отнимаем 46 петель вырез горловины, получаем 68 петель на плечи осталось. У нас 2 плеча делим на 2, получаем 34 петли на каждое плечо. Аналогично я посчитала для второго размера. Да? Смотрите, 42 петли. Да? И вот смотрите, будем с вами в каждом втором ряду закрывать по третьей части плеча. Получим так равномерно скос плеча у нас получится. То есть 42 поделим на 3.
42 поделим на 3 части, то есть в каждом втором ряду мы будем с вами убавлять последовательно 14 петель. Понятно, да? Это тоже будет все выложено под видео. Так, теперь, что касается спинки и полочки. Значит, про спинку поговорили. У нас с вами полочка. У нас с вами правая вот полочка здесь конкретно рассматривается. Набирать будем с вами 58 петель и 65 петель на нашей полочке. Как распределяем узор? Смотрите. Ну, там, где 66 петель, вот здесь 66 петель, не 65, 66. Здесь понятно, здесь целое количество раппортов у нас. То есть 64 петли мы делим на 16, 4 раппорта у нас и 2 кромочные получаются. Это на второй размер. А на маленькие размеры 58 петель у нас. И я хотела сказать, что мы будем с вами начинать. Смотрите, полочки формируем зеркально друг от друга, но начинаем раппорт узора со второй половины. То есть вот смотрите, условно у нас 16 петель в раппорте, да, делим условно пополам по 8 петель каждая часть, да. То есть мы будем начинать с вами со второй части полочку для первых 3 размеров. Смотрите, вот отсюда будем начинать. Это 9-я петля раппорта. Отсюда мы формируем. И далее 3 раппорта подряд у нас идут. Понятно, да? А у левой полочки симметрично, зеркально. То есть начинаем с 3 раппортов, заканчиваем вот этой частью нашего узора. Понятно, да? Отлично. Так. Что далее? Рукав. Рукав у нас можно сделать любой длины, то есть короткий, если это лето. Вы можете его сделать полноценно длинным. Да? Вот у меня, например, здесь в выкройке короткий рукавчик, летний такой модель кардиганчика. Всего высоту составляет, получается, 21 сантиметр. Вот. Маленький скосик. Спущенный рукав у нас, собственно говоря, да, очень широкий он такой. Смотрите, здесь, значит, какой вариант развития событий? Можно здесь сделать 4 сантиметра резиночку. 2 на 2, так же, как у нас по низу идет. Я буду так рекомендовать в описании. Вяжем резиночку 4 сантиметра, и далее у нас идет ажурный наш узор. На узор будет 60, вообще набираем 66 петель на все размеры здесь рукавчики. Вот, и узорчик у нас будет с вами так же, как у полочки, 4 раппорта на второй размер у нас 66 петель, да, то есть это 4 раппорта и 2 кромочные. Вот, и далее у нас идет формирование скоса, то есть мы должны прибавить петли. Я уже посчитала, смотрите, если здесь у нас 66 петель, то есть при ширине 33 сантиметра 66 петель здесь получается. Вот, на больший размер можете, девочки, прибавить равномерно, можете прибавить по лицевым петелькам, несколько там лицевых петель сделать, например, 6 лицевых, по 3 лицевые прибавьте к узору, справа и слева симметрично, то есть к нашим 4 раппортам, вот так вот, смотрите, расположить, 1, 2, 3, 4 раппорта по 16 петель, да. А здесь вы сделаете 3 лицевые справа и 3 лицевые слева, и, ну, соответственно, кромочные, да. И в итоге у вас получится не 66 петель, а плюс 6, 72 петли, да. То есть вот таким образом. Это на большой размер, на самый большой 54, если здесь окажется, что вдруг узко, да. Я вам вот так рекомендую сделать, расположить узор. То есть 72 петли, а не 66 набирать. Но это тоже все зависит от фигуры. Все-таки у кого-то руки толстые, у кого-то не очень. То есть имейте в виду, что вот так можно лицевыми петлями отрегулировать ширину рукава по низу. Так, по верху, смотрите, по верху стоят мерки 43 и 46. То есть я все это дело умножала на плотность 2. Получалось 86 петель, 92 петли на второй размер, да? И смотрите, если у нас 66 петель условно на все размеры,
то нам надо с вами сформировать скос. Высота скоса составляет по выкройке 15 сантиметров. То есть, если я использую вертикальную нашу плотность, которую мы с вами не зря считали, когда в 1 сантиметре 2,4 ряда, то есть я 15 сантиметров умножаю на эту плотность 2,4. 15 на 2,4 будет 36 рядов высота скоса. Вот, мы будем с вами прибавки делать по скосу. Смотрите, у нас самая широкая часть рукава, первый размер 86 петель, а по низу 66. То есть 20 петель нам надо прибавить. У нас 2 скоса, то есть 20 делим на 2, с каждого скоса по 10 петель. Вот я записала. На второй размер у меня получилось 92 петли минус 66, получается 26 петель. Всего прибавить по 13 петель на каждый скос. И высота скоса 36 рядов. Нам надо равномерно сделать эти прибавки на высоте 36 рядов. 10 петель в первом случае. Делим 36 на 10. Получается число 3,6. Смотрите, 36 рядов я делю на 10 петель, которые надо прибавить. Получаю прибавку, я должна, по сути, делать вот в таком числе. То есть либо 3, либо 4 ряда, да, в каждом то ли третьем, то ли четвертом ряду. Когда у нас вот такая вот цифра получается, не целая, рекомендуется чередовать прибавки в каждом третьем и следующая прибавка в каждом четвертом. Потом опять в каждом третьем, в каждом четвертом. Понятно. И так 10 раз. 10 петель прибавляем, да? Тогда у вас получится равномерно и так нормально будет, хорошо смотреться. Во втором случае у нас 13 петель и 36 рядов. То есть я 36 делю на 13 петель. И это будет тоже вот такая интересная цифра. Не 2, не 3 ряда. Да? То же самое чередуем, девочки. Чередуем. Первую прибавку делаем во втором ряду. Следующая прибавка в третьем ряду. Опять во втором, в третьем. Да? То есть вот так тоже можно чередовать. И на высоте 36 рядов у вас прибавится 13 петель. Так, после того, как вы все это дело сформируете, закрываем петли. Здесь вот у нас отметка стоит, где у нас с вами заканчивается вот высота. Смотрите, пройма у нас на первый размер 22 сантиметра, на второй размер 23,5 сантиметра. Да? Вот, любую циферку, которая у вас стоит на выкройке в вертикальном состоянии, надо переводить в ряды. Смотрите, для чего мы это делаем? Дело в том, что после стирки изделие вытягивается, да? И вот для того, чтобы ваше изделие не вытянулось до невозможной безобразности, да, люди придумали вот такую технологию вязания с применением плотности. То есть мы заранее связали образец, весь его растянули во влажном состоянии, дали ему высохнуть и померили, сколько же у нас получается в 1 сантиметре петель, да, вы помните. И вот теперь нам очень легко это все дело переводить в ряды и вязать, руководствуясь не сантиметрами, а, девочки, рядами. То есть вся длина изделия, вот у меня первая 66 сантиметров, вторая 67,5, на второй размер. И я эти величины сразу перевожу в ряды и буду так и вязать. Смотрите, 66 сантиметров умножить на нашу плотность по вертикали 2,4 ряда. То есть 66 на 2,4 это будет 158 рядов. То есть длина нашего изделия 158 рядов должна быть. Не больше и не меньше. Если, конечно, вас устраивает такая длина, ведь у нас рост у всех разный, обязательно откорректируйте длину изделия для себя лично. То есть кто-то маленького роста, кто-то высокий, да. Это средний показатель такой, знаете, на средний рост, я бы так сказала. 1,65 м приблизительно, 1,70 м, вот так. Так, и второй размер то же самое. Я 67,5 умножила на плотность 2,4, 162 ряда получилось. То же самое. Так, ну, здесь очень сложно бывает обычно считать, мои хорошие. Смотрите, у нас с вами идет резиночка в высоте 4 сантиметра, 2 на 2, и потом идет у нас узор.
очень легко сориентироваться по рапортам. Смотрите, ориентировать вот эти ряды в рапорты переводить. Ну, предположим, 4 сантиметра, это 4 на 2,4, скажем так, это будет 10 рядов резинки, да? То есть из нашей общей высоты 158 отнимаем резинку, 10 рядов, на узор придется 148 рядов. Вот. И мы их давайте с вами переведем в рапорты, чтобы нам было легко ориентироваться, чтобы было легко считать. 148 рядов переводим на 28 делим. Это столько у нас с вами рядов в рапорте. На 28 делим. Получаю 5 целых рапортов. Я должна связать в своем изделии 5 на 28. Это 140. И еще 8 рядов по нашему узору. И еще 8 рядов вот по рапорту. Вот еще 8 рядов. Все. Вот на этом уровне мы завершаем длину нашего изделия. Это, к примеру, я вам сейчас рассказала. То есть, как легко считать ряды. Рапортами их легко считать. Это самый простой способ. Так. Все, мои хорошие, надеюсь, вам было понятно, доступно мое объяснение, описание будет под видео. Смотрите, открывайте с правой стороны, кто не знает, есть такой треугольничек перевернутый, на него нажимаете, и вкладка такая большая открывается у вас под видео, и там как раз весь этот текст с описанием будет для вашего удобства. Так, мои хорошие, до новых встреч. Надеюсь, что кардиганчик получится шикарный. В общем, я желаю вам удачи искренне.